Жизнь семьи Миллер изменилась навсегда после того, как их маленькая дочь встретилась с папой Римским. И эта случайная встреча привела к чудесному исходу, который они даже не могли себе представить. Скарлетт и Каспер Миллер родились и выросли в католических семьях. Они росли, посещая церковь каждое воскресенье и познавая ценности веры, любви и доброты. Общая вера свела их вместе, и они влюбились в преданность друг друга Богу. Они с самого начала знали, что их вера будет играть главную роль в их жизни, и взяли на себя обязательство воспитывать свою будущую семью в тех же традициях. Когда они узнали, что их драгоценная дочь борется с редким заболеванием крови и опухолью, их вера не ослабла. Они не теряли надежды, что Бог ответит на их молитвы и исцелит ее. Фрэнк, агент ФБР, случайно встретился со Скарлетт и Каспером в их местной церкви. Они быстро подружились, их объединила общая вера и стремление помогать другим. Когда Фрэнк был выбран в состав охраны Папы Римского, он понял, что хочет сделать для своих друзей что-то особенное. Новость о визите Папы Франциска в их город распространилась как лесной пожар, и город кипел от волнения. Папа должен был посетить всемирную встречу семей, которая стала важным событием для католиков всего мира. Это было время, когда семьи собирались вместе и отмечали важность брака и семейной жизни. Для жителей Филадельфии визит папы стал возможностью раз в жизни лично увидеть духовного лидера своей веры. Фрэнк не понаслышке знал, с какими трудностями столкнулись Скарлетт и Каспер из-за редкого заболевания крови и опухоли их дочери Кейт, и понимал, как много для них может значить благословение папы. Он знал, что должен сделать все возможное, чтобы устроить для них эту встречу. Для Скарлетт и Каспера встреча с папой была не просто делом случая. Будучи набожными католиками, они всегда обращались к своей вере за советом и утешением, особенно когда речь шла о проблемах со здоровьем их дочери. Поэтому, когда распространилась новость о том, что папа Франциск планирует посетить Филадельфию, они не могли не почувствовать проблеск надежды. Они слышали бесчисленные истории о целительных способностях папы и верили, что встреча с ним может изменить жизнь их дочери. Поэтому, когда они узнали, что их друг Фрэнк был выбран в качестве охранника, они надеялись, что он сможет передать им благословение папы. Но ему предстояло сделать гораздо большее. Наконец настал день, когда папа должен был проехать по улицам Филадельфии. Фрэнк выполнял свою работу и наблюдал за шумной толпой в центре города, когда узнал, что папа будет проезжать мимо здания суда. Он знал, что именно в этот момент его друзья, Скарлетт и Каспер, должны быть там, чтобы встретить его. Не раздумывая, он достал телефон и набрал их номер. В его голосе звучали настоятельная необходимость и убежденность, поскольку он знал, что для их малышки Кейт это может быть шанс, который выпадает раз в жизни. С волнением и опасениями Скарлетт и Каспер прислушались к призыву Фрэнка и быстро добрались до центра Филадельфии. Его сострадание и готовность пойти на большее ради своих друзей окажут неизгладимое влияние на их семью. Фрэнк с нетерпением ждал приезда своих друзей. Однако из-за большого количества людей в центре города семья понимала, что шансы на встречу невелики. Поначалу они сомневались в этой идее, опасаясь, что многолюдная обстановка может ухудшить и без того ослабленную иммунную систему Кейт. Когда семья прибыла на место, Фрэнк быстро провел их к специальному месту, где они могли мельком увидеть папу. В воздухе витало волнение от ожидания, и Фрэнк видел беспокойство на лицах Скарлетт и Каспера. Но вдруг вдали показался кортеж папы, и толпа разразилась радостными криками. Сердце Каспера заколотилось, когда он увидел, как папа вышел из машины и направился к ним. Он знал, что этот момент они никогда не смогут забыть. По мере приближения папы семья затаила дыхание, надеясь на возможность встретиться с ним. Шум и суета центра Филадельфии внезапно прекратились, когда Каспер поднял в воздух свою драгоценную дочурку Кейт.
Глаза этого преданного отца сверкали от предвкушения, и он надеялся, что его дочь сможет увидеть человека, через которого говорил его Бог. А потом, в одно мгновение, папа заметил девочку, и все изменилось. Каспер держал Кейт, когда папа направился к их семье. В толпе воцарилась тишина. Все взгляды были прикованы к маленькой девочке. Сердце Каспера замирало от надежды и предвкушения, когда он ждал благословения от папы. Из ниоткуда появился Фрэнк и выхватил Кейт из рук Каспера. Не раздумывая, охранник поднес Кейт к папе Римскому, который наклонился и поцеловал ее в голову. Это был момент чистой магии и силы, и у всех, кто стал его свидетелем, на глаза навернулись слезы. Для Скарлетт и Каспера это был незабываемый момент, наполненный благодарностью и радостью. Их дочь получила особое благословение от папы, и они знали, что оно останется с ней навсегда. Однако родители не знали, что этот поцелуй приведет к чудесным переменам в их жизни. После того, как первоначальное волнение прошло, семья продолжила водить Кейт на приемы к врачу. Как обычно. За это время девочка прошла множество тестов, чтобы проследить за ее состоянием и понять, не ухудшается ли оно. Семья Миллер неделями, затаив дыхание, ждала новостей о состоянии здоровья своей малышки. Каждый день превращался в американские горки эмоций, на заднем плане постоянно таились страх и неуверенность. Впрочем, для семьи Миллер это не было чем-то необычным, ведь с момента рождения Кейт они пережили бесчисленные бессонные ночи и бесконечные визиты к врачам. Когда им, наконец, позвонил доктор, они приготовились к очередной волне плохих новостей. Но когда он заговорил, его голос был спокойным и ровным, и он передал сообщение, которое казалось слишком хорошим, чтобы быть правдой. Через 6 недель после того, как их дочь благословил Папа Римский, родители обнаружили нечто удивительное. Опухоль Кейт значительно уменьшилась, и у врачей не было никакого логического объяснения этому чуду. Скарлетт и Каспер не могли сдержать слез, обнимая свою драгоценную малышку, которая с самого рождения страдала от проблем со здоровьем. Они сердцем чувствовали, что благословение Папы Римского сыграло решающую роль, что его прикосновение каким-то образом вызвало чудо. Воспоминания о том моменте, о нежном поцелуе Папы в голову Кейт, снова нахлынули на них, и они вновь ощутили присутствие Бога рядом с собой. В последующие месяцы Кейт продолжала прогрессировать, бросая вызов всем трудностям и вдохновляя всех, кто ее окружал. Семья знала, что их жизнь навсегда изменилась благодаря встрече с Папой Римским. История о чудесном выздоровлении Кейт разлетелась по всему миру, и многие люди испытали новую волну веры в Бога и чудеса. Дорогие зрители, верите ли вы, что Папа Римский способен исполнять желания Бога? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.